Карандаш массой 30 грамм и длиной 20 сантиметров лежит на поверхности стола. Насколько изменится потенциальная энергия карандаша, если его поставить вертикально? Известно, масса карандаша равно 30 грамм и его длина равно 20 сантиметров. Лежит он на поверхности стола, насколько изменится его потенциальная энергия, если его поставить вертикально. Пусть у нас будет дельта В, знак вопроса. Вот карандаш лежит на поверхности стола. Можем сразу сказать, что вес карандаша сосредоточен в его половине, где-то вот здесь. Вот это будет вес карандаша. Поскольку он имеет массу, он имеет вес. То есть длина у него 20 сантиметров, в середине этой длины можно предложить его вес. После того, как его поставили вертикально, вес-то его остался на прежнем уровне, средина веса. Получается, точка приложения его веса находится на высоте L, деленное пополам. Я нарисую вес рядом, чтобы не загромождать этот рисунок. Вот будет направлено вот в эту сторону. Сначала где находился вес? Находился на поверхности стола. После того, как его подняли, вот эта точка приложения изменилась на расстояние L, деленное на 2. Потенциальная энергия его изменилась. Давайте посмотрим, насколько она изменилась. Стол-то где-то тоже находится, у него какое-то было значение потенциальной энергии. Мы это не учитываем, мы будем смотреть разницу потенциальной энергии от этой точки до вот этой точки. Разница потенциальной энергии, это дельта В, будет равна чему? Будет равна весу всего карандаша, МЖ, и умножить на расстояние, которое мы подняли, на L, деленное на 2. Можем это все посчитать, давайте посчитаем, но с учетом того, что все эти значения не совсем системные. Джоуль – это ньютон умножить на метр. Можем дальше продолжить. Ньютон – это что? Килограмм на метр на секунду в квадрате и умножить еще на метр. Вот джоуль работает вот с этими размерностями. А у нас тут граммы и сантиметры. Поэтому нужно будет это все учитывать. Итак, запишем. Дельта В. Масса 30 грамм. А чему равен грамм? Это 10 в минус 3 килограмм. Вот эти 30 грамм, вот здесь напишем, 30 грамм равно 30. А что такое грамм? 1 тысячная килограмм. Так можно записать. Единица на 1000. Это будет килограмм. Килограмм делится на 1000. А вот мы получаем 10 минус 3 килограмм. Теперь мы умножаем, естественно, на G. Это 9,8 метров за секунду в квадрате. Вот мы уже с вами получили значение ньютона. Это вес. 1/2 запишем. И L. L что у нас? L это 20 сантиметров. 20 сантиметров. Запишем. 20 сантиметров. Это как можно записать? Как 20. А что такое сантиметр? Это 1 метр, что делится на 100. Либо 20, что множится на 10 минус второй степени метров. На 10 минус второй степени метров. Здесь будем все сокращать, умножать. Это у нас получается килограмм на метр на секунду в квадрате. Это у нас ньютоны. И вот у нас есть метр. Мы получим 29,4 на 10 минус 6 джоулей. Либо 29,4 микроджоуля. Величина маленькая, но зато мы все свои значения, которые были даны, превратили в системные и получили значения в джоулях. Задача как пример преобразования соответствующих вспомогательных системных величин. Грамм это вспомогательный, у нас же в системе все килограммы основной, и тут метр. Просто показал вам, зачем мы это дело преобразовывали, для того, чтобы получить джоули